привыкли к тому, что сознание человека связано с его возрастом. Чем старше человек до определенного возраста, тем он умнее и больше знает. Такое предположение исходит из того, что человек всю жизнь получает информацию и накапливает опыт. Отсюда власть старейшин, как имеющих больше опыта. Однако жизненный опыт человека связан с существующей цивилизацией. То есть картина мира у людей, живущих в айкумне, цивилизационном мире, одинакова. Если предположить наличие человека с полным сознанием, то можно допустить, что картина мира такого человека, реальный возраст которого составляет тысячи лет, будет совсем иной. Можно предположить, что он помнит свою жизнь во время существования древней высокоразвитой цивилизации. Такой человек обладает знанием о технологиях, которые современной цивилизации еще только предстоит открыть. Таким образом, передовой уровень современной науки в глазах подобных людей соответствует каменному веку. Поэтому эзотерические знания выглядят для ученых как голословные фантазии, а современные научные теории для эзотериков являются продуктом мышления троглодитов. При этом ученые объявляют магию лженаукой и феноменом примитивного мышления, а маги спокойно занимаются своими делами, уделяя доказательствам не больше времени, чем биологи, изучающие обезьян и тратящие время на объяснение им своих действий. Можно представить, что кроме обычного человеческого, экзотерического социума, есть также эзотерический социум, состоящий из магов, четвертая каста. Члены этого тайного или внутреннего социума используют иную картину мира. Эти люди обладают возможностями магического видения и способностью к магическому воздействию. Если обычные люди делятся на три касты: первые работники, вторые купцы, третьи воины, то маги, четвертая каста, делятся на 4 уровня. Первый – экстрасенсы, второй – целители, третий уровень – алхимики, четвертый – демиурги. На каждом следующем уровне маги получают особые способности, позволяющие им выжить в обычном социуме, среди профанов. Так экстрасенсы могут заниматься поисками, в том числе кладов, и диагностикой заболеваний. Целители успешно лечить различные заболевания. Алхимики способны преобразовывать неживую материю, демиурги материализовывать мысли-формы. Эти способности позволяют небольшому социуму магов, эзотерический социум, выжить в большом человеческом социуме, экзотерическом. Можно рассмотреть процесс мышления как некое дело, осуществляемое с помощью сознания. Сознание представляет собой механизм, который может работать в нескольких режимах. Первый режим – управление телом. Настроен на формирование самого примитивного поведения, при котором система мотивации исходит из потребностей тела. Второй режим – поведение внутри социума. Гораздо более сложное. Здесь существует большое количество законов, которые представляют собой ограничения поведения. Третий режим – поведение внутри цивилизации. Есть большое количество технологических достижений цивилизации, которыми должен овладеть человек, чтобы жить в современном мире. Четвертый режим – творческий. Используя имеющуюся в его распоряжении информацию, человек может создавать некие новые объекты культуры. Пятый режим – магический. Сознание человека может напрямую, помимо физического тела, воздействовать на мир. Картина мира может быть изменена непосредственно воздействием сознания человека. Первые 3 режима работы сознания обеспечиваются энергетикой физического тела. Для работы в 4-м режиме человек должен собрать необходимую энергию. Здесь действует правило, по которому из ничего невозможно создать нечто. Работа в 5-м режиме требует наличия внешнего источника энергии. Поэтому есть 3 вида магии, использующие разные источники энергии. Сюда можно отнести магию вуду, использующую накопители энергии, магию рун, использующую энергию потоков, исходящих от разных источников, кристаллы у двергов, живые существа у альвов, энергия Марса у ванов, и сефиротическую магию, использующую энергию планетарного сознания, энергия арканов. Есть 2 различных режима, в которых может работать человек. Первый – телесно-ориентированный, он требует использования возможностей физического тела. Второй – медитативный, в этом режиме используется только сознание. Телесно-ориентированные практики доступны для людей первых 3 каст, медитативные практики доступны для магов. Особенность медитативных практик – выход ментального тела за пределы физического тела. У обычных людей первых 3 каст ментальное тело не сформировано, поэтому при выходе из тела оно начинает газить, то есть теряется энергия ментального тела, что ведет к депрессии.
У магов ментальное тело сформировано, и медитативные практики приводят к дальнейшему уплотнению и формированию ментального тела. Таким образом, преждевременная работа с магией может быть опасной для людей первых 3 каст и приводит к депрессии, потере цели и смысла жизни.